Здравствуйте, дорогие мои! С вами снова Людмила Вдовиченко. И сегодня мы с вами посмотрим, как вязать вот этот вот завиточек. Вот, его у нас в платье использовано очень много. Сейчас мы с вами попробуем его изготовить. Начинаем вязать шнур-гусеничку. Делаем первую петлю. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка вводим крючок и делаем столбик без накида. Столбик без накида. Обратите внимание, вот эти 2 петелечки, за которые мы в последующем будем вязать остальные столбики без накида. Поворачиваем. Видим петелечку сбоку, вводим в нее крючочек и делаем столбик без накида. Второй столбик. Вот теперь нам хорошо видно наши вот эти 2 боковые петелечки. Под 2 боковые петелечки вводим крючок и делаем столбик без накида. Третий столбик без накида. Поворачиваем. Под 2 петелечки вводим крючок. Вот они у нас 2. Делаем столбик без накида. И так продолжаем вязать, пока у нас с вами не будет провязано 120 столбиков. 119 и 120. 120 поворота, 120 столбиков без накида. Итого у нас должно получиться по 60 петелек с каждой стороны. Теперь выполняем 3 петли подъема поворота. 3 петли сделали. Столбик с накидом в первую петлю нашей цепочки. 1, 2, 3. Провязали столбик с накидом в 3 приема. Теперь будем делать обвитие вокруг этого столбика. Поднимаем рабочую нить на крючок, вводим крючок под столбик и подхватываем рабочую нить из-под столбика. 1 виток спереди, снизу, 2 виток спереди, снизу, 3 виток спереди, снизу, 4 виток, 5 виток и 6 виток. Вот мы с вами обвили столбик 6 парами витков. Поднимаем рабочую нить и протягиваем ее через все витки. Вот, протянули. Теперь смотрите, что мы будем дальше делать. Вот внизу рабочая нить здесь остается. Мы вводим крючок в следующую петлю на косичке, на гусеничке. Вот, вводим крючочек, вот сюда и поднимаем рабочую нить. Поднимаем и провязываем цепочку прямо вот отсюда. 1, 2, 3, 4. Да? Вот смотрите, что мы получаем, когда мы вяжем столбики таким способом. У нас с вами не будет перетяжки. Вот обычно, когда вяжешь столбик, закрепляя, ну, давайте вот сейчас я распущу еще раз. Смотрите. Обычно вяжут столбики, как бы вот эту ниточку вот сюда вот подтягивают, да? И получается вот у нас такая перетяжечка. Вот, видите, вот эта ниточка. Мы так не будем делать. Мы вводим крючок вот сюда, в нижнюю петельку, и делаем цепочку. 1, 2, 3 и 4 прием, да? Мы делаем цепочку, и вокруг этой цепочки, это у нас как будто играет роль столбика,
И мы ее опять же будем обвивать. Спереди 1, 2, 1 виток, 2 витка, 3 витка, 4, 5 и 6. Всегда неудобно, места мало остается. 6. Обвили эту цепочку, поднимаем петельку и протягиваем через все петли на крючке. Протянули. И опять ниточка у нас внизу находится, крючочек вводим в следующую петлю и делаем 1, 2, 3, 4. И вот у нас получается вот такие вот обвитые столбики, ну как бы не совсем столбики, получается, это же мы делаем цепочку из 3 воздушных петель, да, и опять ее обвиваем. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Обвили и протягиваем ниточку через все витки. Вот так. И опять повторяем, пока не провяжем с вами 1, 2, 3, 4. И повторяем, пока у нас не будет здесь провязано вот таких 12 обвитых столбиков. Итак, мы провязали 12 столбиков обвитых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В каждую петельку на гусеничке. Провязали 12, ниточка внизу. Теперь смотрите. Теперь мы будем вязать столбики через 1. Значит, одну мы делаем глухую, вот так, да, и в следующую петлю вводим крючок и вяжем из нее уже цепочку. 1, 2, 3, 4. Вот получается, мы как бы вот здесь вот расстояние увеличиваем между столбиками, да. И обвиваем его точно так же. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 витков сделали и протягиваем насквозь. Снова делаем глухую петлю внизу 1 и в следующую петлю делаем цепочку. 1, 2, 3, 4. И снова делаем обвитие. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 виточков сделали, поднимаем ниточку, придерживаем пальчиком и протягиваем насквозь. Делаем глухую 1, да, в следующую вводим крючок и вяжем цепочку. 1, 2, 3 и через обе протягиваем 4. И вот таким образом мы вяжем и еще 9 столбиков. Так, итак, мы провязали 12 столбиков в каждую петелечку в нижнем ряду и 9 столбиков через одну. Итого у нас 21 столбик. Для удобства, чтобы не пересчитывать, ставьте маркеры, булавочку или любые другие маркеры для вязания. Итак, 9 столбиков провязали. Теперь вводим крючочек в петельку и провязываем еще одну цепочку. 1, 2,
3, 4. Провязали цепочку. Дальше будем вязать столбики с накидом. 2 столбика с накидом. Накид. Вяжем столбик. 1, 2, 3. Столбик с накидом в 3 приема. И второй столбик с накидом в 3 приема. Теперь вяжем столбик с накидом в 2 приема. Накид. Вводим крючок. 1, 2. Столбик с накидом в 2 приема. Второй столбик с накидом в 2 приема. И третий столбик с накидом в 2 приема. И у нас с вами будет постепенно уменьшаться величина столбиков. Теперь вяжем 3 столбика с одним накидом. Без накида вообще. 1, 2, 3. В принципе, вот здесь как бы на вкус и цвет. Можете довязать до конца ряда столбиками без накида, можете глухими петлями. То есть кому как больше нравится. Ну, давайте довяжем столбиками без накида, да. Так. Все, довязали до конца ряда. Теперь делаем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И поворачиваем работу. Поворачиваем работу и 1, 2, 3 в третий столбик за обе косички делаем столбик без накида. Снова 1, 2, 3 воздушных петли. 1, 2, в третий столбик делаем столбик без накида и вяжем такие вот небольшие арочки из воздушных петель. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Третий столбик. Так, и вот теперь смотрите, мы дошли до начала у нас столбиков с накидом. И здесь тоже мы вяжем 1, 2, 3 воздушных петли. Но только закреплять уже будем между столбиками. Вот так вот сюда под ниточки поддеваем крючок и закрепляем столбиком без накида. И также последующие вот закрепляем в промежуток между столбиками. 1, 2, 3. И закрепляем просто между столбиками. Крючок вводим и делаем делаем столбик без накида. И так до конца ряда делаем арочки из 3 воздушных петель. И каждую закрепляем столбиком без накида между обвитыми столбиками. Довязываем до конца завитка арочки из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. И закрепляем вот уже под крайний столбичек. Теперь смотрите, нам нужно объединить наш завиток в колечко. Отсчитываем от края 1, 2, 3, 4 столбика. И вот в эту вот петелечку вяжем столбик без накида. 1, 2. Вот мы с вами связали столбик без накида. И получается мы завиток вот как бы закрепили. Поворачиваем нашу работу. И теперь вот под эти арочки, под арочки, которые мы сформировали, будем просто вязать столбики без накида. 1, 2, 3. Я люблю, чтобы вязочка была плотная, поэтому, видите, у меня тут только 3 петелечки, но я умудряюсь влепить сюда по 6 столбиков. Теперь 1, 2, 3 воздушных петли, это будет у нас пиком, и еще 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И вот так мы будем обвязывать каждую арочку
обвязываем вот таким вот способом. И вот такую вот обвязочку будем продолжать по всему краю завитка до конца ряда. Когда до конца ряда остается 5-6 арочек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну вот у нас 6, берем хвостик, вот этот вот хвостик, и подкладываем его в работу под столбики. Тогда нам не нужно будет его заправлять. Вот где-нибудь там его подкладываем и вяжем, подложив ниточку под столбики, да? И тогда мы с вами сэкономим время на заправлянии хвостов. 1. Ну, обвязочку делаем точно так же, да? 3 столбика. 1. 2. 3. 1, 2, 3 воздушных петли и снова 3 столбика без накида под ту же арочку. 1, 2, 3. И так продолжаем до конца ряда. И хвостик у нас с вами, потом его так аккуратненько подтянете ниточку до нужного размера, да, чтобы он и не стягивал работу, и не болтался. Вот, продолжаем обвязочку до конца ряда. Ну вот, довязываем до конца ряда, обвязываем последнюю арочку. 1, 2, 3 столбика. Сдвигаем, уплотняем. 3 воздушных петли пико делаем. И снова 3 столбика. Ой. 1, 2, 3. И смотрите, вот мы с вами заканчиваем ряд, и здесь у нас остается как бы торец, в общем, хвостик. И под него тоже делаем пару столбиков, чтобы у нас с вами, сейчас подтянем петельку, чтобы у нас как бы работа, вот, чтобы обвязочка плавненько перешла вот сюда до конца хвостика. Ну, вот еще один столбик сделаем. Ой, да что ж такое, он только петельки плотненько, так крючок и не пролазит. Вот так вот. Вот. И завершили вот так вот обвязочку. Вот смотрите, это у нас с вами хвостик, который нужно просто обрезать. Но этот хвостик уже придется заправлять. Вот мы получили такой завиточек для нашего коричневого платья. У нас шнур гусеничка на 120 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбиков в каждую петельку. 9 столбиков через одну. Арочки из 3 воздушных петель и обвязка. 3 столбика, пико, 3 столбика. Очень простой, очень легкий завиточек. А теперь смотрите, что мы с вами сделаем для того, чтобы этот завиточек отразить зеркально, да? Вот у нас обвязочка сюда лицом идет, а нам надо, чтобы обвязочка была с этой стороны лицом. Мы же будем использовать их в выкладке на изделия в разных комбинациях, да? И влево завернутые, и вправо. То есть весь завиток вяжется точно так же, кроме последнего ряда. Смотрите, у нас с вами шнур гусеничка выглядит одинаково, столбики выглядят одинаково с обеих сторон. Поэтому все, что нам нужно с вами сделать, если нам нужно зеркально отразить этот завиточек, вот в этом месте, вот, мы закрепляем ниточку. Вот в этом месте мы ниточку закрепляем.
и обрезаем. Все, вот здесь мы ниточку с вами обрезали, поворачиваем другой стороной и делаем обвязку от хвостика. И тогда у нас с вами завиток получится в другую сторону. Ну, как бы повторять эту обвязку второй раз я не буду, как бы здесь все понятно, да. Для того, чтобы он у нас зеркально отразился, нам нужно просто вот здесь закончить вязание. Вот закрепить вот здесь ниточку после арочек. Вот арочки провязали, закрепили ниточку. Ниточку обрезали, закрепили здесь и сделали с другой стороны обвязочку. Мы получим с вами зеркальный завиточек. С вами была Людмила Вдовиченко. До новых встреч и творческих вам успехов!